Представь, тебе 30, 35, 40 лет. Ты приходишь домой в пустую квартиру. Тишина. Никого, кто бы спросил, как прошел твой день. Это реальность для миллионов мужчин в современном мире. Как так получилось, что в эпоху интернета, казалось бы, безграничных возможностей, многие мужчины остаются одни? Это ведь не просто личная проблема, это симптом чего-то большего. Сегодня мы разберем, почему мужское одиночество стало глобальной эпидемией, как это влияет на наши жизни и, самое главное, что с этим всем делать. Напиши в комментариях, если для тебя это актуальная проблема или среди твоих знакомых. Давайте разберемся, как это происходит. Итак, давайте начнем с цифр. Я прочитал несколько социологических опросов и разных исследований на эту тему, и вот что мне удалось выяснить. Согласно этому опросу, в США 63% мужчин младше 30 лет не состоят ни в каких отношениях с женщинами. Более того, 30% от общего числа мужчин до 30 лет являются девственниками, то есть ни разу не имели сексуальной связи вообще в своей жизни. Вот. Подумайте об этом просто пару секунд хотя бы. Это самый высокий процент за всю историю человечества. То есть никогда в истории так много девственников не было. Идем далее. У одного из 5 мужчин в возрасте 25-35 лет нет ни одного друга, согласно вот этому исследованию. И, наконец, третье. Уровень браков за последние 50 лет, согласно вот этому опросу, снизился на 50%. То есть люди с каждым поколением, последние 3 поколения, все меньше и меньше женятся, выходят замуж, делают детей. И, в общем, институт семьи максимально разрушается сейчас. Он уже фактически находится в состоянии клинической комы. Давайте подумаем, что такого произошло, что привело мир в ту точку, в которой мы находимся в 2024 году. Почему еще 100-150 лет назад наши предки жили в крепких и устойчивых семьях в большинстве своем, а сегодня мы находимся в так называемой серийной моногамии, то есть краткосрочные отношения, длящиеся от нескольких месяцев до нескольких лет, и так по кругу. Я выделю 3 причины. Первая – это урбанизация населения. То есть, что это означает? За последние 100 лет, 100 лет назад большая часть мира жила в деревнях. И как раз в это время, конец 19-го, начало 20 века, в разных регионах мира с небольшой разницей в скорости, началась урбанизация. То есть население массово стало переезжать в города. Город, как мы знаем, не является местом для создания большой крепкой семьи. Город – это место, где усиляются индивидуальные тенденции, склонности людей. В городе не нужны дети, потому что в деревнях ребенок – это актив, который тебе помогает по хозяйству, помогает в семье. В городе же ребенок – это пассив, который забирает силы, забирает деньги, то есть он экономически становится невыгоден. И если в начале первое поколение, то есть люди, которые сами из деревень переезжают в города, они еще размножаются хорошо, их дети уже рожают детей поменьше, то к 4-му поколению город вымирает, то есть люди перестают размножаться вообще. Начинают популяризироваться такие течения, как child free и им подобные. Люди обратно переезжают в деревню. Это бесконечный процесс, длящийся уже, который происходил уже множество раз в истории человечества. Далее, второй пункт – это эмансипация и экономическая независимость женщин. Как раз около 100 лет назад, чуть больше, где-то в начале 20 века, в США стало развиваться феминистическое движение женщин за получение равных прав с мужчинами, право голоса, право работать, самостоятельно выбирать вектор своей жизни. И абсолютно неудивительно, что если мы пролонгируем это событие и посмотрим, к чему оно могло привести через 50-100 лет и вплоть до сегодняшнего дня, это не могло не привести к тому, что женщины будут более экономически независимы, вследствие чего они не захотят, какая-то часть из этих женщин не захочет создавать семьи, не захочет создавать крепких союзов и захочет жить свободной, независимой жизнью. Особенно учитывая, что мы, как говорилось в предыдущем пункте, в большинстве своем живем в городах, где люди работают на каждый занят своим каким-то узкоспециализированным делом. То есть женщине не нужно делать самой все те дела, которые она должна была делать в деревне. Поэтому свободная экономическая жизнь одному стала просто технически более возможной. И это тоже очень сильный фактор для того, что
который говорит нам о том, что и женщины, и мужчины стали более одинокими, которые больше не готовы мириться с минусами других людей. И периодически, не все из людей, но некоторые выбирают одиночество, потому что это теперь доступно. Ты теперь, как раньше, уже не умрешь, потому что раньше в племени, да, если мы берем древние-древние времена, ледниковый период и прочее, если ты жил отдельно от племени, ты больше суток, как правило, не мог протянуть, потому что тебя в первую же ночь съели бы волки в лесу, и все. То есть ты умираешь, как бы игра закончена. А в современном мире это абсолютно доступная опция, каждый ее может выбрать по своему желанию. Хотя, конечно же, люди это выбирают не от своего желания, а потому что так у них сложилось. Друзья, перед тем, как я перейду к третьему пункту, у меня есть к вам одна просьба. Это поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий и по желанию подписаться на канал. Спасибо. И, наконец, третий пункт – это влияние социальных сетей. Здесь я вам расскажу то, что большинство из вас уже так прекрасно знает. Давайте расскажу на примере. Также где-то давно я читал исследование, проводившееся в США, еще лет 30 назад. Людей разделили на две группы испытуемых и хотели выяснить, как количество брендов, как количество выбора влияет, собственно, на принимаемые решения людьми. В первой группе испытуемые выбирали пачку макарон из двух брендов, во второй группе среди 30 брендов. И исследования показали то, что в первой группе люди достаточно быстро выбирали одну из двух пачек макарон, брали ее, они не сожалели о своем выборе, ну, есть и есть. Во второй группе исследователи чаще заметили, что испытуемые гораздо более чаще испытывали сожаление по поводу своего выбора или думали о том, что могли совершить выбор лучше. То есть они выбрали какую-то пачку макарон, после этого начинали думать, а может быть та была лучше, а может быть та была лучше, что-то еще. Точно так же происходит и в современном мире. Раньше, когда, допустим, представьте, вот деревня, 50 человек, вот женщина становится совершеннолетней, ей начинают искать жениха. Всего там на выбор 4 человека есть. Алеша, столяр, какой-нибудь Никита, я не знаю, местный там силач, еще кто-нибудь там, кузнец, и последний кандидат, я не знаю, Иван, лежащий на печи, допустим. И у Алены, у нее был выбор всего среди этих 4 мужчин. И она достаточно быстро выбирала кого-то одного, жила с ним долго и счастливо в массе своей, рожали много детей, и она никогда не задумывалась о том, что она не знала даже другой жизни. И напротив, в современном мире интернета, когда у нас есть Инстаграм, когда у нас есть YouTube, Facebook и прочие любые другие социальные сети, женщины видят в лучших мужчин в каждой сфере. Они видят лучших спортсменов, лучших актеров, богатейших людей планеты, создателей крупных компаний, видят великих атлетов, видят политиков, видят бизнесменов, видят художников. И у мужчин происходит точно такой же процесс. Что я имею в виду? Создается нереалистичное ожидание от того, какая у тебя должна быть жизнь. То есть среднестатистическая, городская, эмансипированная современная женщина, она ожидает, что ты будешь заниматься сексом как порноактер, зарабатывать как бизнесмен, выглядеть как бодибилдер, любить ее как герой голливудских фильмов и так далее. Разумеется, мужчина не может совместить в себе эти качества. Это просто невозможно. Таких людей не существует. Ты в чем-то будешь силен, в чем-то у тебя будет пробелы, то есть не твоей стороны. Соответственно, это приводит к завышенным ожиданиям и, как следствие, к разрушенным отношениям. Здесь все просто. Таким образом, по обе стороны баррикад создаются нереалистичные ожидания от отношений. Женщинам рассказывают через книги, сериалы, фильмы, YouTube-коучи и прочие люди о том, что мужчина должен вот такими навыками обладать. Мужчинам рассказывают о том, что женщина обязана, должна тебе готовить, стирать, убирать, и по-другому никак. Люди меньше коммуницируют друг с другом, у людей создаются сверхзавышенные ожидания, и мы имеем ту печальную ситуацию, которую имеем. Также я хотел бы еще сказать про возврат к стадному сексуальному рынку. Что это такое? То есть большую часть истории человечества абсолютное большинство мужчин не размножались и не имели доступа к самкам. То есть был определенный топ самцов, примерно 5%. Это высокоранговые самцы.
они имели доступ, они занимались сексом с 80% женщин примерно. А оставшиеся 15, еще 15-20% мужчин забирали оставшихся 20% самок. И, наконец, третья группа самцов, 80%, то есть 4 из 5 всех мужчин, они не размножались вообще. У них не было доступа к самкам, они не оставляли потомство. Потом, по разным оценкам, где-то 400 лет назад, может быть 500 лет назад, может быть 300 лет назад, человечество наложило искусственные ограничения в виде религии, бога, семьи. То есть этого нет в природе. В природе не существует понятия семьи, потому что этого просто нет. Да? Соответственно, мы наложили искусственные ограничения, которые позволили усилить нашу цивилизацию, построить тот мир, в котором мы живем, в виде религии и семьи, вследствие чего самый высокий процент мужчин за всю историю получили возможность к спариванию и размножению с женщинами. Если большую часть истории человечества только 30% мужчин размножались и давали потомство, то в последние 200 лет эта цифра выросла до 60, примерно 70%. Так вот, что происходит сегодня? Благодаря из-за влияния социальных сетей мы постепенно возвращаемся к вот этому стадному сексуальному рынку. То есть в некоторой степени это идет декаданс, то есть обратный процесс эволюции, то есть регресс. Потому что снова любая Алена, Маруся из любой деревни теперь смотрит, не любая, но большая часть из них смотрит на высококлассных топовых мужчин. И они не согласны брать то, что на самом деле является их уровнем. Вследствие чего 80% женщин спят с 5% мужчин, 20% оставшихся женщин спят с еще 20% мужчин, и, соответственно, все остальные мужчины без самок. Мы возвращаемся ровно в тот же самый мир, который был всю историю. Теперь перейдем к последствиям. Одиночество – это не просто чувство, это опасно. У одиноких мужчин выше риск депрессии и тревожных расстройств. Такие люди чаще становятся зависимыми от алкоголя, прочих психотропных веществ, азартных игр и других деструктивных привычек. Исследования показывают, что хроническое одиночество повышает риск преждевременной смерти на 26%. Возникает вопрос, как преодолеть одиночество? На YouTube и других площадках есть миллионы разных видео, я не хочу повторяться. От себя скажу лишь то, что считаю действительно важным, самым важным пунктом. По мне, чтобы преодолеть одиночество, нужно по-настоящему настрадаться. То есть дойти до такой точки кипения в своей жизни, чтобы просто дальше невозможно так жить. То есть либо пускаешь, либо Роскомнадзор, либо нужно что-то менять в своей жизни. У одного известного доктора, который лечит людей на юге Испании, на входе в его кабинет висит табличка «Настрадавшихся не беспокоить». Я считаю, что это правда. Когда ты не настрадался до конца, по-настоящему, ты ни одну зависимость, ни одну свою слабость не изменишь. Если ты не настрадался до конца, ты не бросишь курить. Если ты не настрадался до конца и в целом тебе, да, ты может быть, страдаешь чуть-чуть, но в целом норм, ты не бросишь пить. Ты не бросишь еще любые деструктивные привычки. Каждый раз, когда я рос в своей жизни, когда я избавлялся от огромного груза, который тянул меня вниз, это всегда было одно и то же. Я доходил просто до точки, все, так просто жить нельзя, это не жизнь. Лучше не жить, чем жить так. И именно в эти моменты у меня происходило катапультирующий рост вверх. Поэтому вам могу сказать то же самое. Друзья, настрадайтесь. И когда настрадаетесь, решение придет само собой. Вам никакая мотивация не понадобится, никакие коучи, ничего этого не нужно будет. Вы сами прекрасно знаете, все, что нужно делать, у вас просто нет сил на то, чтобы сейчас это делать. Когда вы настрадаетесь, у вас силы будут. В заключение хочу сказать, что мужское одиночество – это действительно вызов нашего времени, вызов нашего поколения. Такого никогда не было в истории человечества, и сейчас происходят абсолютно тектонические сдвиги, которые буквально меняют жизнь на планете, и мы живем в век перемен. Если вы чувствуете, что вам тяжело, я могу порекомендовать книгу Юрия Петровича Власова, великого советского тяжелоатлета. Книга называется «Стечение сложных обстоятельств». Потому что когда вы ее прочитаете, вы поймете, что у вас в жизни толком проблем нет. То есть это не обесценит ваши проблемы, но когда вы поймете то, через что прошел этот человек, а он прошел путь от того, что он был
чемпионом мира, олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике, поднимал самые большие веса. После этого он учился буквально заново ходить несколько лет. Проводил буквально в состоянии овоща, не мог с кровати вставать. И когда ты читаешь эту книгу, ты понимаешь, какая железная воля на самом деле скрывается в человеке, которая есть в каждом из нас, есть во мне, есть в вас, в каждом. Вот у тебя конкретно, кто сейчас смотрит это видео, у тебя есть эта воля. И ты, когда прочитаешь эту книгу, ты поймешь, что да, точно, у меня вообще все есть. Потому что люди из такой жопы выбирались, что та ситуация, в которой я сейчас нахожусь, ты сейчас находишься, это преодолимо, это возможно. И там проблема реально одна за другой будет решаться, и вопрос, как с женщинами построить отношения, это уже там 10-й вопрос. Это реально, это все можно пройти, это навык, которому ты обучаешься. Мы не родились никто альфой, и мы не являемся, многие из нас, никто из мужчин не являются, но построить крепкую семью, найти домашнюю женщину, ориентированную на отношения, с которой у вас будет один вектор, куда вы смотрите, у которых не будет раздора, не будет каких-то ссор непонятных, не будет разлада. Это абсолютно возможно, это просто навык найти такую женщину. Для этого не нужно быть супергероем. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Будет очень интересно почитать. Возможно, с вами что-нибудь, как-нибудь с вами попереписываться, покоммуницировать. Дайте об этом знать. Спасибо и до новых встреч.